Добрый день, дорогие зрители! У нас сегодня расклад на 4 короля. Они у вас на экранах в случайном порядке. Вам нужно выбрать своего короля. Король кубков, король пентаклей, король мечей, король жезлов. Король кубков иногда резонирует с человеком с водным знаком зодиака. Король пентаклей иной раз может показать человека земного знака зодиака. Король мечей — это, соответственно, воздух, и король жезлов — это огонь. Но это не обязательно. Может, просто какой-то король вам приглядится. Понравится. Если вы выбрали, мы идем дальше. Сейчас будет у нас король кубков. Вот так. И мы будем смотреть отношение к вам, ваши отношения, как вы относитесь к нему, что вообще между вами, что от него ожидать. Я говорю, и у меня выскакивает карта страхов. Кто-то боится услышать этот расклад. Не нужно, не нужно. Все будет хорошо. Ваше отношение к этому человеку. Ага. Этот человек зеркалит ваш внутренний мир. Может, вы очень часто с ним не согласны. Между вами всегда могут возникать споры. Но это зеркальная сторона вашего внутреннего мира. Вы вместе с ним в идеальном балансе, так как минус на плюс, да, дает плюс. Тут вы можете в нем заметить ваши нелюбимые стороны, но те, которые вы в себя глушите, не даете им расти. Может, в нем есть все те черты, которые вы просто ненавидите. Но притягивает же. Также в жизни все устроено. Противоположные стороны притягивают друг друга. Его отношение к вам. Чувство потери. Вас ищет чего-то. Тут можно сказать, что человек вас ищет своего, может, родственную душу свою ищет, либо же из прошлого у него есть человек и ищет ее качество в вас. Также может мать или родная женщина ушла из жизни, и он, даже если не ушла, но он так отчаянно ее качество в вас ищет. Тут человек потерян. Возможно, когда разговаривать с вами, даже слова не идут, может даже заикается, потому что рядом с вами он чувствует себя потерянным. Очень неуклюже может быть, но это все из-за того, что находится рядом с вами. То есть человек не факт, что в жизни такой уклюжий, но именно в ваших глазах, потому что он так себя преподносит. Что между вами? Между вами тут либо новое начало, либо конец. Сейчас узнаем. Тут конец конкретный. Вот все. Все тут уже понятно. Расстались, поставили точку. Резко. Я так понимаю, в ссоре. И он мучается. Тут уже не поиск кого-то, вас. Тут уже именно горе от потери вас. Интересно. Давайте тогда посмотрим, есть ли у человека чувства к вам.
Если вы узнаете этого человека, будете знать, да. И тут 2 туза. И туз кубков. Это вообще человек такой жизнелюбивый. Может любить природу, животных, всех. Но это по этой колоде. А так, по сути, туз кубков означает любовь, наполненность. Да, есть у человека к вам чувства, а у вас нет. Вы даже, может, считаете себя глупой, что находились рядом. Хотя скучаете и не понимаете, почему. Интересно, да? Попытались сделать обдуманное решение, а оказалось, что потом будете скучать, мучиться. Может, ночами не спать и не понимать, почему. Вот что, да, в таком неуклюжем человеке могло вам нравиться. Давайте посмотрим, куда это все двигается. В никуда. Тут кризис, тут конец, тут потеря. Порадовать ничем не могу, к сожалению. Тут отношения потерпели кризис, с которым вы не смогли справиться. И все потому, что вы изначально не поняли, что не обязательно, чтобы человек был похож на вас, чтобы была любовь. Идеальный баланс — это когда люди очень разные. Ну, вы потеряли. Да, надеюсь, это будет уроком для следующих отношений. А мы идем дальше. Король Пентаклей. Если вы загадали короля Пентаклей, сейчас посмотрим, что тут ожидать. Кто этот загадочный король? Ага. Так, тут любовь. Тут в отношениях любовь. Хотя, возможно, этот человек боится вас потерять. Боится... Чего боится? Потерять-то боится. Боится, что вы что-то узнаете. Что вам что-то скажут. А вы знаете, а просто вы по характеру игрок. Если, надеюсь, с вами резонирует, и вы меня понимаете. По характеру игрок. Вы любите все материальное. А человек как раз пентаклевый. То есть наверняка есть деньги, сбережения, есть какая-то должность, не знаю. Есть все. А вы любите шик, любите золотишко, возможно. Но все равно у человека есть что-то, от чего он боится. Боится, что вы узнаете, или он... Так, нет, а он тут узнал что-то. Узнал про другого. Может, узнал, что вы еще с кем-то общаетесь, а тут была любовь. И есть любовь. Но есть страх потери. Может, ревнивый. Может, очень-очень ревнивый. Настолько, что каждую секунду думает о потере. Может быть. Посмотрим. Хотя я уже тут вижу любовь, причем взаимную. Но тут любовь. Вы таете возле него. Но есть еще третий человек. Есть еще третья личность в этих отношениях. Но между вами любовь. Возможно, вы вторая женщина. Уточнять мы не будем. Ваше личное дело. Но есть третий человек в этих отношениях. Вот и все. Вот в чем дело. Вот где его страхи. Вот третий человек с вашей стороны или с его стороны, вы лучше меня знаете. Посмотрим, что от него ожидать. Ух ты, подарки, свидания, возможно, на курорт пригласит и предложит новый проект.
проект личного характера или делового характера, но новый долгоиграющий проект. Что ожидать? Если он далеко, то он приедет. Он приедет, принесет презент. Он устроит вам романтики. Класс, хотя пентаклевый человек, где он, где романтики, да? Ну, значит, презенты. Вот такие короли очень сильно любят дарить подарки. Ну и хорошее предложение, далеко идущее. Что тут еще добавить? Поздравляю. Хороший расклад. Интересный. Отпишитесь, пожалуйста. Мы идем дальше. Король мечей. Если вы загадали своего короля, сейчас посмотрим, что тут происходит. Ваше отношение к нему. Его отношение к вам. Угу. Что в отношениях? Да. Король мечей тут у нас сердитый. Свидание пошло не так. Да, получается. Ваше отношение к нему, вы что-то планируете. Может быть, тут знаете, какая ситуация? Может быть то, что вы ждали, планировали, готовились, а планы поменялись у человека. Очень резко какие-то планы поменялись, либо же настроение у человека очень резко поменялся. Но между вами хорошие отношения, только тут пока что я чувств не вижу. Ну и, конечно, мы посмотрим. Отношения хорошие, вы друг друга хорошо понимаете, у вас досуг хорошо проходит. Если даже вы не видитесь, то на смс-ках точно вы очень хорошо проводите время. Ну, тут есть именно реальное понимание. Человек догадывается о ваших мыслях, человек находит всегда ответы на ваши вопросы. Даже если вы не задаете вопрос, ответ точно получаете. Это очень умный человек. Ладно, посмотрим, чувствует ли он что-то к вам. Да, тут интерес есть. Есть интерес нарастающий. Причем он выбрал вас из нескольких вариантов. И наверняка еще не добился своего. Потому что тут он планирует, каким боком к вам поступиться. Каким образом до вас дотянуться. Ну, тут хорошее предложение, но если даже не предложение, то признание в чувствах вы услышите или прочтете. Вот так вот. Ну, давайте посмотрим, куда это все двигается. Угу. Тут у нас предложение. Тут у нас подсказка для вас специально. Никому не говорите, что от меня это услышали. Парень не промах. Парень очень шустрый, очень умный. Я как сказала, он игрок, он выбирает, он выбрал вас из многих, он добивается. Но смотрите, чтобы до глупости это не дошло. Потому что праздник проходит, а эти остатки, да, как там мусор остается. Это будет красивый, очень красивый роман, очень красивое свидание, если не испортите, не слишком вовлекайтесь. Я очень надеюсь, что вы меня понимаете. Не нужно сразу приступать к делу, потому что это может стать началом хорошего романа, хотя бы длительного, потому что тут все очень красиво, человек очень продуманный, очень хитрый. Поэтому очень вас прошу просто, имейте в виду, нельзя делать глупости, потому что праздник имеет свойство заканчиваться. Чем раньше он начнется, тем раньше закончится. Вот так вот. Это был наш король мечей. Хитрый, умный, не очень надежный человек.
данном случае я не говорю, что вообще король мечей ненадежный. Но сейчас на этом раскладе он ненадежный. Король жезлов. Кто загадал этого короля? Этого красавца, да, такого жизнерадостного. Посмотрим. Почему эта карта нам преследует? Вот все 3 расклады, карта все время выпадает. Пожалуйста, воздержитесь, может такая энергетика сейчас, всем нужно какие-то глупости совершать. Тут тоже про опыт. Ну, тут вы хитрые. Тут уже король в минусе, да, король. Пострадавшая сторона. Ваш пострадавший. Вот. Вы играете с ним. Вы побеждаете его. Где-то хитрите. Где-то что-то не договариваете. Может, он не так уж вам интересен, просто для тонуса. Но он чувствует, что глупит. Чувствует, что где-то его обманывают. Он это чувствует. Корочкой чувствует, корочкой. Что в отношениях это игра. Это игра. Это такой вариант стрельнет, не стрельнет. Получится, не получится. Тут азарт. Прям азарт. Мне напоминает вот 2 картежников, которые сидят, играют, вот что между ними это азарт. Ну, один, естественно. Если кто-то побеждает, то кто-то проигрывает. Интересно. Что от него ожидать? А, нет, смотрите. Сначала чувство. Мне интересно, есть ли у человека чувство к вам? Ага, чувство. Он эгоист, а вы задели его самолюбие. Вот. Что он чувствует? Он чувствует, что он должен пройти свой кризис, вот эту ситуацию пройти и победить вас. Человек огонь, сам огонь, и вы его затеяли. Я не знаю, каким это образом у вас получилось. Потому что тут человек достаточно умный, влиятельный, он уже в 2 картах король. У него, можно сказать, под рукой столько возможностей. За ним толпами ходят девушки, а вы вот тут вот, не знаю, каким образом, обманули, задели человека, задели самолюбие. Это для огненного знака. Вы представляете, что это такое? Ну, у человека... Что ожидать от него? То, что он будет предпринимать любые шаги, чтобы исправить ситуацию в свою пользу. Ну, нельзя. Вы представляете, огненный знак, это один из них лев, допустим. Льва победить, это нужно бежать и все, чтобы никогда не встретить больше. Ладно, давайте посмотрим, куда это двигается. Чтобы вы были готовы. Куда это двигается? А вы очень умная. Вы умная женщина. Вы умная, но у вас есть кое-какая доброта. Ну, в любом случае, вы эти трудности преодолеете оба. Вы останетесь довольным. Возможно, после всех этих игр вы придете к консенсусу, потому что только вдвоем, только в мире вы сможете преодолеть вот эту всю ситуацию. Ну, так как я говорю, вы очень умная женщина, вы сможете заземлить этого огня. Вам придется вот каким-то образом заземлить человека, чтобы вдвоем вот толкать этот тяжелый камень, чтобы вдвоем преодолеть эту всю ситуацию и прийти к празднику жизни. Все.
Спасибо, что досмотрели. До новых встреч!